Сегодня хотела выложить видео на тему, что отправлять на стоки в сентябре, но в дайджесте кроме тем про ЛГБТ и трансгендерное сообщество ничего нет. Поэтому решила лишний раз не обострять и просто покажу вам этот спидпейнт. Всем привет! Сегодня порисуем в Procreate, и я расскажу, как я сделала эту ягодку. И начинаем, как всегда, с главной идеи. В моем случае это была девочка, у которой юбка в форме ягоды. После того, как я сделала скетч, я делаю его полупрозрачным. И под этот слой уже начинаю наносить основные цвета. Так как в моем случае ягода — это ежевика, поэтому цвета я выбрала фиолетовый, розовый и около того оттенки, а в руках она держит большую ложечку. Судя по всему, девочка очень маленькая. Изначально ложка, как видите, была золотая. Что касается цветов, то я выбрала холодный свет и теплые тени. Я использую в Procreate 1, 2 или максимум 3 слоя. Стараюсь рисовать все на одном слое. Создаю новые слои только если я не уверена в том, что будет дальше, чтобы не испортить картинку. И режимы наложения создаю отдельными слоями. Во-первых, потому что у моего iPad не так много памяти. Во-вторых, просто так удобнее не искать, не перебирать кучу слоев. Стараюсь сливать слои по возможности. Я нанесла голубой свет на лоб, на верхней части лица, на переносицу, на майку. Можно было бы еще немножко подсветить волосы, но у нас тут верхушки не видно, поэтому я решила оставить все без изменений. Здесь отсветила ложечку, которая потом все равно перерисуется, спойлер. На ягодках тоже сверху положила голубой отцвет. Посмотрела на работу, поняла, что она такая ненасыщенная, вся какая-то, даже местами грязноватые тени. Поэтому в тени положила теплый красный цвет. Режим наложения — мягкий свет. Либо можете поэкспериментировать, может, берете что-то более подходящее. Долго не могла приступить к ложке, ходила вокруг да около. Потом посмотрела на эту ягоду, поняла, что мне она абсолютно не нравится. Хотела сделать ее более сочной. Я залила всю область более темным тоном. Сверху добавила блик. Обычно так я рисую драгоценные камни. Поправила немножко топ. Потом увидела, что у меня ошибка в анатомии ног. То нога, возможно, по-другому будет идти. Хотя тут много что можно было сделать по-другому. По итогу я перерисовала ногу и, наконец, принялась за ложку. И по итогу сделала ее деревянной, потому что она была какая-то чересчур вызывающая. Что деревянная ложка больше подходит к образу этой девчонки. Потом залила фон, наложила тени, попыталась что-то подписать, потом вспомнила, что я отзеркалила холст. Поэтому, когда я сохранила работу, моя надпись отзеркалилась обратно. Кроме того, пока я все это делала, я увидела маленькие неточности, поняла, что я по-другому хотела положить ее руку сверху, а не снизу. Подумала, что фон какой-то не очень подходящий, поэтому решила переделать еще и фон. Пока делала это видео, поняла, что мне снова не нравится юбка, и я ее перерисовала опять. Ее нужно рисовать целой массой, не по одному сегменту. Я сначала залила всю форму, как если бы это был шар, и только потом начала прорисовывать отдельные части. По-хорошему нужно было добавить к фигуре девочки рефлексы от фона. У меня такая абстрактный скетч. Поэтому я решила, что я достаточно много на него времени и так потратила. Надеюсь, вы узнали для себя что-то полезное. Ставьте пальцы вверх за старание и до новых встреч. Нижнюю руку, правую, получается.
Вот так.